На борту самолета уральских авиалиний, следовавшего из Москвы в Таджикистан, произошел необычный случай. После набора высоты беременная пассажирка почувствовала боли в животе. Она сообщила об этом экипажу. Старший бортпроводник обратился к пассажирам с вопросом, нет ли среди них врачей. Откликнулись несколько человек. Одним из них оказался детский врач-реаниматолог из Истравшана Умарджон Саидов, который организовал в салоне авиалайнера импровизированный родзал. Чудом оказалось, что среди пассажиров, кроме детского реаниматолога, летели и другие представители медицинской профессии – рентгенолог и 2 медсестры. По состоянию женщины Саидов понял, что не успеет. У роженицы отошли воды и начались потуги, что указывало на скорый родовой процесс. «Будем рожать», – уверенно сказал он и попросил медперсонал авиалайнера подготовиться к родам. Поскольку на борту самолета не были предусмотрены условия для принятия родов, врачи организовали импровизированный родзал в помещении кухни. Лишь шторка отделяла нас от салона с пассажирами. Медперсонал самолета предоставил мне все содержимое аптечки, и с помощью подручных средств мы подготовились к родам. Каждые 15 минут я измерял давление роженицы, и спустя час на свет появилась девочка. Через минуту она издала свой первый крик, и я перевязал ей пуповину. Роды прошли благополучно, я продолжил наблюдать за роженицей. Больше всего боялся возможного кровотечения, но, слава богу, этого не случилось. Рост новорожденной составил 46 сантиметров, а вес – 2,6 килограмма. По данным пресс-службы, экстренной посадки самолета после инцидента не потребовалось. В аэропорту прилета женщину с ребенком ожидала бригада скорой помощи. Девочку назвали Аишахон. В настоящее время мама с дочкой уже выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, добавили в авиакомпании. Сам доктор Саидов родом из поселка Ганчи Сагдийской области. Он начал свою врачебную деятельность сразу же после окончания медуниверситета. За плечами у врача 35 лет трудового стажа, 20 из которых он заведовал отделением новорожденных в родильном доме в Истравшане. Сейчас Умарджон Саидов работает в родильном отделении в реанимации новорожденных. УМА-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.